Приближающийся халвинг биткоина заставляет все большее количество людей задумываться о покупке асиков на другие алгоритмы. И в топ-3 устройств для майнинга альтернативных валют или альткоинов входит как раз JustMiner X16. Какие монеты он добывает, заявленные и реальные характеристики, доходность, стоимость и окупаемость – все это мы рассмотрим в этом ролике. А самое главное, в конце видео мы сделаем выводы о том, кому подходит данный аппарат, а кому нет. Меня зовут Богдан, с вами на связи Getastic. Начинаем. JustMiner X16 с приставкой Q работает на одном из двух выбранных алгоритмов – ETC Hash и Ethash, а соответственно может добывать не одну, а несколько монет, конечно же не одновременно. Вне зависимости от алгоритма ASIC выдает 1950 МГц в секунду и потребляет всего 620 Вт. Благодаря этому его энергоэффективность составляет 0,32 джоуля на мегахэш, что, например, в сравнении с Antminer E9 Pro в 2 раза лучше. При майнинге форков эфира важно помнить про память устройства, так как превышение размера DAC файла может остановить майнинг. У JustMiner 8 ГБ памяти, а DAC файл эфир Classic на сегодня 3,5 ГБ. То есть запас еще большой, а если быть точнее, то этого хватит до 2038 года. Весит ASIC немного, всего 10 кг, и имеет нестандартную форму. JustMiner X16 скорее похож на сервер, чем на ASIC, и его размеры составляют 445 на 132 на 443 мм. Для подключения используется кабель C13 с сечением 3 на 0,75 или 3 на 1,5 и стандартный LAN кабель для соединения с сетью интернет. При входе используем логин и пароль root-root, вбиваем данные по пулу и воркеру, и наш ASIC готов к майнингу. На реальном тесте ASIC показал 1930 МГц при среднем потреблении 625 Вт, что немного хуже заявленных производителем характеристик. Но погрешность составляет всего 1%, и при таких данных эффективность составила все те же 0,32 джоуля на мегахэш. Ну и если поставить ASIC майнить хотя бы на сутки, то я думаю, что его хешрейт выровняется до 1950 МГц. Приставка Q означает quiet, то есть тихий. Так и есть на самом деле. По данным шумометра, громкость составила всего 40 дБ, что можно сравнить с активной работой любого современного холодильника, например. Теперь давайте посмотрим, что вообще можно майнить на JustMiner. Как я уже говорил, он способен работать на двух алгоритмах, поэтому выбор монет довольно неплохой. Но чтобы не обращать внимания на разного рода щиткоины, давайте рассмотрим их в порядке убывания по капитализации. На первом месте, конечно же, находится Ethereum Classic с капитализацией $3,3 миллиарда и стоимостью $23 за одну монету. Не все знают, что именно эфир Classic является тем самым эфиром, который был выпущен в 2015 году, а тот Ethereum, который в 2022 году перешел на Proof of Stake, появился как раз таки в результате хардфорка основной цепочки в 2016 году. В общем, ETC – это криптовалюта именно оригинального блокчейна эфира, который задумывался изначально. Доходность JustMiner при хешрейте 1950 МГц в секунду составляет 0,22 эфира в сутки, или примерно $5. При стоимости электричества 5 центов за киловатт прибыль остается $4,3 в сутки. Вторая по капитализации монета Ethereum POV добывается на алгоритме Ethash. Ее капа составляет $284 миллиона при цене $2,5 за одну монету. Этот проект появился также в результате хардфорка основной сети эфира при переходе на алгоритм Proof of Stake. После выхода на рынок стоимость валюты сильно упала, но благодаря умному механизму изменения сложности сети, майнить на этой монете до сих пор выгодно. JustMiner X16 добывает примерно по 2 монеты в сутки, что по текущему курсу дает $5,4 за 24 часа, а за вычетом электричества $4,7. Можно было бы рассмотреть еще и другие монеты, такие как Ethereum Fair, Octaspace либо Callisto, но по капитализации и по стоимости они значительно проигрывают, что делает майнинг этих монет в целом не привлекательным. Теперь давайте коснемся немного стоимости. На официальном сайте JustMiner X16 стоит $4034, и это еще без учета доставки и таможенной очистки. Если заказывать ASIC у нас, то его стоимость выйдет в районе $3750. На оптовые заказы мы предоставляем скидки. Также эти аппараты есть в наличии в Москве, и на 24 января их стоимость составляла $4000 за одну единицу. Но цены каждый день меняются, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там несколько раз в неделю выходят актуальные прайсы с оборудованием. Также можете обратиться к нашим менеджерам для консультации.
ROI данного аппарата при цене $4000 составляет 45% годовых, без учета изменения стоимости монет, сложности сети и награды за блок. Для кого подходит данный аппарат? В первую очередь для тех, кто не хочет или не может позволить себе отдельное помещение для майнинга, а хочет просто поставить ASIC у себя дома или в квартире безо всяких шумобоксов. Если вы сторонник промышленного майнинга, то, наверное, и без меня знаете, что есть, например, Antminer E9 Pro, ROI которого почти в 2 раза выше, но он будет потреблять уже 2200 Вт на 3700 МГц. Но при этом он, конечно же, шумный, как и все обычные ASIC. Поэтому, как говорится, выбор остается за вами, а я надеюсь, что это видео поможет вам сделать правильный выбор. С вами был Богдан и компания GetASIC. Всем пока!